Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим торт «Цифра» на праздник 8 марта. В качестве основы мы будем использовать медовые коржи. Сначала приготовим тесто для медовых коржей. Прежде всего слегка взбиваем яйца с солью. В отдельной чаше соединяем мед, сахар и сливочное масло. Ставим ее на водяную баню и нагреваем. Как только ингредиенты соединятся в однородную массу, добавляем соду и яйца. Смесь побелеет и увеличится в объеме. Продолжаем ее нагревать, постоянно помешивая еще минуты 3-4. Снимаем с огня и остужаем до комнатной температуры. Затем частями всыпаем просеянную муку и замешиваем густое тесто. Тесто будет еще довольно мягким, но это не страшно. В холодильнике оно уплотнится и его будет легко раскатывать. Кладем тесто в пакет и отправляем в холодильник на 1,5–2 часа. Заранее я подготовила шаблон цифры 8 на листе формата А4, это 30 на 20 сантиметров. По истечении времени тесто достаем и делим на 3 части. Раскатываем тесто сразу на пергаменте или коврике для выпечки, периодически сравнивая с нашим шаблоном. Затем накладываем шаблон и вырезаем по контуру. Я это делала тыльной стороной ножа, чтобы не повредить коврик для выпекания. Затем накалываем корж вилкой по всему периметру, чтобы он не вздулся при выпечке. Повторяем эту процедуру с остальными коржами, а из остатков теста раскатываем последний, 4-й корж. Отправляем выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на несколько минут, буквально 3-4, до легкого румянца. Сильно пересушивать корж не нужно, иначе он станет хрупким. Выпеченным коржам даем отдохнуть. Я их отправила в морозилку на ночь и собрала торт с замороженными коржами. На мой взгляд, это очень упрощает работу. Непосредственно перед сборкой торта приготовим крем. Творожный сыр достаем из холодильника и недолго взбиваем с сахарной пудрой. В отдельной посуде взбиваем холодные сливки до мягких пиков. Если вы не любите крем из творожного сыра, то можете приготовить крем-пломбир на сметане, который я готовила для медовика. Ссылка в описании под этим видео. Затем соединяем творожный сыр и сливки вместе. Крем перекладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсаживаем его на 1-й корж. Сначала по внешнему контуру, потом по внутреннему и в конце заполняем середину.
Повторяем это со всеми остальными коржами. Отправляем торт в холодильник для того, чтобы коржи пропитались кремом. Перед подачей на стол торт украшаем ягодами и кондитерской посыпкой. Торт «Цифра» очень просто приготовить, и результат превосходит все ожидания. Он нарядный, праздничный и вкусный, и его можно приурочить к любому событию. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале Лимонный Щербет.